Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, и мы с вами вспомним, какие масштабные модели легковых автомобилей предлагал производитель Deep Models в начале своего пути. Я вам покажу довольно старую масштабную копию, уже снятую с производства, которую при желании все еще можно встретить в открытой продаже во многих модельных магазинах за вполне адекватную умеренную цену. И мы рассмотрим фургон Москвич 401-422 в варианте почта. У Дипа было два варианта окраски таких фургонов. Вторая модель была в зеленом цвете и не было каких-либо логотипов на грузовом отсеке, и мне больше понравился синий вариант. И эта модель на момент выхода в России продавалась за 1700 рублей. По тем временам довольно крупная сумма, и за эти деньги можно было приобрести продукцию Neoscale Models, Spark или некоторые модели от Mini-Champs. И уже позже появились журнальные варианты, например, в серии «Автолегенды СССР» такой москвич выходил под номером 77, и он поступил в продажу в январе 2012 года. А в серии «Автомобиль на службе» машину окрасили в синий цвет, добавили логотип и связь, и модель выходила под номером 22 и поступила в продажу в июле 2012 года. Журнальные варианты стоили намного дешевле, но опять же, у них очень много упрощений, хотя для многих это был единственный вариант, который можно было поставить на полку. И у меня долгое время были журнальные модели, я их тоже приготовил для сегодняшнего видеоролика, и данный почтовый фургон от Дипа я приобрел в коллекцию совершенно случайно. Когда делал заказ в одном французском магазине, просто увидел эту модель в продаже и взял ее для полноты коллекции. Этот вариант мне обошелся за 48 евро. Конечно, эта сумма выше, чем первоначальная в России, но тем не менее в нынешних реалиях это вполне нормальная, адекватная цена за изделие из полимера. И не стоит забывать, что в последнее время модели стали намного дороже, и если раньше за 35-40 евро вы могли купить модель от Neoscale Models, сейчас точно такая же масштабная копия будет продаваться за 80-90. И эти модели выпущены ограниченным тиражом в 2016 экземпляров, довольно крупная партия, и у меня модель под номером 33. Также с этой масштабной копией поставляется сертификат с уникальным порядковым номером, где изображен прототип, тоже в синем цвете. И ранние модели от Deep Models паковались в картонку желтого цвета, а сейчас у них преимущественно темно-зеленые коробочки, и есть спецсерии, как, например, Олимпиада 80, также Горгаз и так далее, где коробка немножко отличается по дизайну. И сам дисплей-кейс стандартного размера, коробочка точно такая же, как у производителя Neoscale Models, Spark по габаритным размерам. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя, указан их официальный сайт, есть артикул, по которому можно найти модель в интернете, и написан прототип Москвич 401-422, вариант почта. И у меня в коллекции также есть вариант пикап, я на него чуть позже сделаю видеоролик. Тоже вполне хорошая модель, и был журнальный вариант пикапа, но его уже не стал брать в свою коллекцию. И неоднократно говорил, журнальной серии на сегодняшний день я завязал. И все, что вам показываю, это старые запасы. Модель вполне хорошо покрашена, практически нету дефектов, видимых пятнышек клея. Хотя есть один момент, который мне не очень нравится. Как я понимаю, шпон здесь в виде декали. И в некоторых моментах не очень аккуратно наклеена декаль и топорщатся кончики. Но издалека это не сильно бросается в глаза. Очень симпатично проработан салон, окрашены дверные карты, рулевое колесо. Правда, все элементы сложно рассмотреть сквозь микроскопические окошки. Отдельные хромированные ручки. Также вполне хорошие колесные диски с хромированными колпаками и вполне нормальные покрышки. Правда, на резине отсутствует боковая маркировка. Под передними крыльями виднеются брызговички из фототравления. Также из фототравления сделали декоративные молдинги на боковинах и присутствует надпись «Москвич».
Также установили желтые регистрационные номерные знаки, но, на мой взгляд, эти элементы чуть крупнее, чем должны быть на самом деле. Возможно, я ошибаюсь, не делал замеров, просто говорю визуально мои впечатления. Также установлены стеклоочистители. И на задней дверке установили фонарик. Это деталь в хроме, поверх нанесли красный прозрачный лак. И в грузовом отсеке ничего нету, и сложно рассмотреть, есть ли какая-то фактура на внутренней расшивке, потому что все очень темное и сквозь маленькие окошки практически не просматривается. Также присутствует выхлопная труба. И эту модель я не буду откручивать от подставки, потому что она очень хрупкая и может сломаться. И зачастую модели сильно притягиваются к подиуму, и тоже бывают проблемы с их демонтажом. Но днище здесь не самое лучшее в плане проработки. И также, насколько я помню, читал отзывы тех людей, которые приобрели похожую модель, днище не совсем соответствует настоящему автомобилю. И подставка довольно тяжелая, тоже добавляет модели дополнительный вес. И давайте покажу вам журнальные варианты, которые есть в моей коллекции. Первая машина из серии «Автолегенды СССР» в довольно симпатичной схеме окраски. И как раз вы можете посмотреть, в целом обе модели вполне хорошо передают образ настоящего прототипа, несмотря на различные огрехи. Но все же модель от Дипа выглядит более живой, реалистичной. У нее лучше сделана светотехника, решетка радиатора, также более качественный хром. Естественно, стеклоочистители из фототравления выглядят более ажурно. И опять же, декоративные элементы смотрятся более живыми, а здесь все просто окрашено краской. Колесные диски тоже у журнального варианта полностью в хроме, хотя они более-менее нормальные по размеру и попадают в 43 масштаб. Опять же, дверные ручки на журнальном варианте, это одно целое с корпусом. И, кстати, немножко отличается угол наклона задней части. Если вы посмотрите, у модели Deep Models он чуть-чуть больше скошен. И, кстати, у Deep крыша более округлая, у журнального варианта она выглядит приплюснутой. И могу вам показать второй журнальный автомобильчик, который выходил в серии «Автомобиль на службе». Он точно такой же, как из серии «Автолегенды СССР», только отличается цвет и добавили логотипы «Связь». Днища абсолютно идентичны. На машине серого цвета я окрасил выхлопную трубу, на этой уже ее не окрашивал. А каких-либо доработок на моделях я не делал. И эти автомобильчики у меня без журнала. И модель в синем цвете я покупал в одном магазине за 3 евро, а эту машину покупал еще, по-моему, в рублях. И могу вам показать классический «Москвич» в бордовом цвете. Это машина из европейской журнальной серии, но на нее я поставил окрашенный салон от тестового выпуска «Милицейский москвич» из «Автомобиль на службе». У них как раз были окрашены салоны, и я купил несколько вариантов как доноров запчастей. И тоже хорошо модели смотрятся рядом на полке. И жаль, что Deep не выпустил классический седан, и я бы тоже постарался приобрести его в свою коллекцию. На этой модели каких-либо доработок помимо салона я не делал. И уже изначально у модели были установлены регистрационные номерные знаки. И могу вам показать также KIM 1050, который есть в моей коллекции. На эту модель я делал детальный видеообзор очень давно. Также делал сравнительный видеоролик, где мы рассматривали журнальный вариант, продукцию «Наш Автопром» и изделия от Deep Models. И KIM выглядит более крупным, хотя если эту модель поставить отдельно, она кажется очень компактной.
Вот такая вполне хорошая масштабная копия, которая имеет ряд недочетов, но не столь существенных. И эту модель, еще раз повторюсь, вы до сих пор можете встретить в продаже за вполне адекватную цену. Если вы поклонник советской техники, то советую приобрести такой фургончик в свою коллекцию. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, эта модель на сегодняшний день самая лучшая из промышленных в 43-м масштабе. И вы можете также докупить зеленый вариант, но я уже не стал брать его в свою коллекцию. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеообзоры на те модели, которые я демонстрирую на этом канале. На сегодня это все, до новых встреч, пока!